Мы с вами прошли день вне времени. Мощная трансформация и, конечно, автоматическое перепрограммирование, которое вы и заказывали. Как бы человек ни думал, что он там что-то решает. Когда все планеты обошли круг, идет временная остановка. Идет перепрограммирование всей Вселенной, всей судьбы и тела человека, поскольку мы здесь соединены с тем, что слышим о макрокосмосе. Есть тонкая структура, которая меняется. И если физическое не хочет тоже меняться, оно не поддается, поскольку ума слишком много, что происходит? Сделайте выводы сами. Огненные световые души с активированным полем, они облегчают свою энергетику, они приближаются к реализации. А для всех этот день вне кармы 25 июля, который мы только что с вами прошли. Идет глубина осознаний, тишина, внутреннее погружение. Возможно, даже вы вспоминали свое прошлое. Идет закрытие гештальтов, желаний, отношений. До этого числа вы должны были успеть какую-то основную массу гештальтов закрыть. Это информация для 3-й и 4-й мерности от астрологов. Астрология – это определенный пласт сознания людей, которые имеют эгрегориальное сходство. Так договорились, есть определенный пласт. А мы с вами пойдем немного дальше. Эти люди, я имею в виду астрологи, многие сейчас начинают тоже пробуждаться. Чем это не люди? Да, в моем поле тоже есть таковые. И они начинают давать советы. Вопрос: кому они дают советы? Кому человек дает советы? Если он не пробужден, он дает советы себе. Он дает советы своим зеркалам. Он думает, что есть те, с кем что-то не так. Якобы там можно кого-то исправить, а он знает как. Чем плохо иметь какую-то матричную, структурную деятельность, работу, сферу, в которой вы находитесь? Чем плохо иметь матричный инструмент? Потому что вы начинаете циклиться, что именно он панацея. Да, действительно, он поможет тем, кто должен это услышать. Мы сейчас с вами обсуждаем образно. Вот здесь рождается снова какая-то белиберда, то есть слова из слов. Но кто-то сейчас найдет для себя суть. И вот этот человек думает, что есть те, что с кем-то нужно что-то делать. Он знает, как лучше. Или как в классической, например, психологии и медицине, есть протокол. И вот по этому протоколу я веду, и если что-то не так, значит, с человеком вообще полный беспорядок. А я про это прочитала, как должно быть. Вот в этом суть. Вы можете быть в любом матричном инструменте, и вы можете быть в любой сфере деятельности, если вы знающий. Люди, они не подходят под протокол. Все люди не подходят. Не нужно думать, что с кем-то что-то не так. Но очень-очень-очень много людей уже осознанно сейчас в эзотерике, они дают правильные подсказки для людей своей мирности, поэтому вы, когда слушаете, ваш мастер приходит к вам нужный, он более близкий вам. Например, кому-то я не подхожу абсолютно, потому что когда, например, у меня в личной работе, да, или просто при соприкосновении со мной, люди действительно огненной структуры, они не могут иначе, им нужен такой человек, который на определенной мерности. А тот, кто чуть ниже находится, и он пройдет в следующем году или через 5 лет, эта энергия, это знание ему не подходит. Поэтому вы всегда находите того, кто ближе к вам. Какие дают вам советы? Быть осознанным, ни с кем не ругаться, медитировать, вынести выводы и не повторять ошибок прошлого. То есть полностью пересмотреть жизнь и реакции. И вот это вот все, оно влияет локально на определенный круг людей. Когда дают советы, это действительно для определенного круга, которые, вот даже еще не начинали пробуждаться. Они должны это сейчас услышать, чтобы хоть один день, хоть там 4 дня в году что-то гармонизировалось. А теперь пойдем с вами выше. Если вы слышите подобные прогнозы,
то вы находитесь на определенной частоте, то есть вы не вибрировали деньги, богатство, реализацию, роскошь, путешествия, бизнес, там какие-то инвестиции. То есть вы не вибрировали это, вы вибрировали вот это, да, то, что говорю я. А возможно, вы не вибрировали покой и любовь, и тогда что вам выгрузится? Соответствующие видеоролики. Или, например, вы запутались в поле, и создается персонаж для вашей игры, и он говорит с вами. Вы нанимаете меня, чтобы я с вами говорила. Но говорят с вами ваши паттерны. Я из своей проекции могу соприкоснуться с вами только голограммой. Вы слышите сейчас только мою голографическую проекцию и все ваши интерпретации по этому поводу. Сила открывается избранным. Избранных сейчас много здесь. И мы все проходим эти же осознания, мы все это проходили. Кто-то в меньшей степени, кто-то перешел сразу. Но также мы слышим, например, живите легче, не ругайтесь, именно сегодня этого нельзя делать. Что происходит потом? Например, вам дают советы 25 числа, сегодня это нельзя делать, и человек с 26 числа ровно живет снова своей жизнью, которая не устраивает его в какой-то сфере или во всех, например. Можно много рассчитать, можно посмотреть степень вашего удовлетворения жизнью, дефицита счастья, и вы в работе уже видите, что все это ложно, проблем никаких нет, и не было никогда никаких проблем. Всех просто ждет перепрограммирование из центрального сервера, из центрального солнца. Все согласно плану. И то, что нужно было услышать, вы это и слышите. На чем держали фокус, то, соответственно, и выгрузили. А с 26 июля по 8 августа в астрологии описывается как врата льва. Почему так описывается? Это время, когда ваши мысли и вибрации считываются более всего. Перепрограмма идет на будущий сектор. Сознание уже работает с подсознанием. Оно держит свой фокус строго. Поэтому вам описывают, что это время для загадывания желаний. Это время для мощных шагов. То, что вы не предприняли, не предпримете, вы еще год не сможете этого сделать. Внутри уже у вас должно быть какое-то зарождение, желание и шаг в эту реализацию. Заявление намерений во Вселенную. Поэтому берем с вами ручки и поехали писать, кому это еще нужно, чтобы успеть до портала и успеть до магического дня. Подкаст я обязательно запишу. Всем добра!